И еще один вопрос. Дмитрий Рогозин и такса Николас. Валерий Викторович, что это было? Это вообще очень серьезно, когда вот некоторые считают, что Дмитрий Олегович Рогозин патриот. А вы посмотрите это под другим углом зрения. Вот на Западе никто не оспаривает, все наши патриоты говорят о расчеловечивании. То жирафа Мариуса убили, то теперь вот зоопарки обращаются к людям и говорят: ну вы принесите своих питомцев, кошечек, собачек, всяких енотиков, морских свинок, пусть их наши львы скушают. Ну пусть это будет им развлечение. Представляете, что значит для ребенка унести своего питомца на то, чтобы кто-то съел? Расчеловечивание идет полным ходом. Да, опыты на животных идут постоянно, но это закрытые вещи. Закрытые. Да, это спасает жизни людей, да, экспериментируют на животных. А вот показывание этих опытов публично, это есть не что иное, как работа в той же матрице расчеловечивания, что было сделано с жирафом Мариусом и с просьбой принести питомцев съесть. И осуществил это под камеры Дмитрий Олегович. А мы говорим о том, что у нас вот есть патриоты и команда Путина. Так что делайте выводы. К сожалению, больше публично нельзя сказать. Это последний вопрос на сегодня. И как всегда, тогда, завершая нашу передачу, я хотел бы напомнить, что знание является властью. И что каждый человек для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, должен знать и понимать больше, поскольку каждый в меру понимания текущих событий работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Вот если мы сейчас, понимая, что голосование за Грудинина – это есть голосование против России и ее обретения суверенитета, мы работаем на восстановление суверенитета России и обретение ее экономической и политической могущества. А если мы думаем, что голосование за Грудинина – это работа на будущее, то не ждите счастья в будущем, поскольку вы рушите процессы, которые Путин не сможет довести до конца. То есть Россия, Путин не сможет сейчас заняться внутренними процессами. Вот ему всегда говорят: Путин, у него успехи на внешней политике и провал во внутренней. Но именно в тот момент, когда Путин вышел на позиции, когда он может заниматься внутренними проблемами без оглядки на внешние процессы, выводится Грудинин и огромное количество других кандидатов для того, чтобы легитимность нахождения Путина на посту президента России была минимальной, и Путин не смог ничего сделать для восстановления суверенитета. Но понять такие вопросы можно только лишь, когда знаешь, как управляются социальные суперсистемы. Знания об управлении социальными суперсистемами даются только в одном источнике – в концепции общественной безопасности, в достаточно общей теории управления. Поэтому старайтесь расширить круг вашего понимания, старайтесь знать и понимать больше, будьте самостоятельными, концептуально властными, защищайте интересы своей семьи, ваши личные. Мирного неба над головой, счастья. До следующих встреч.